в странах Балтии проходят учения, и то есть они не сидят сложа руки и готовятся к тому, что готовятся защищать свою территорию от вероятного вторжения со стороны Российской Федерации. Тем более, понимая и наблюдая, что Российская Федерация сформировала и пытается развертывать Ленинградские и Московские военные округа. Особенно Ленинградский округ. Он у них простирается от Белгородской области аж до Кольского полуострова. И соответственно в странах Балтии проходят учения, цель которых отработка оборонных операций в условиях обычной войны во взаимодействии с дивизией и союзниками, привлекая также другие рода войск и командования. Основными подразделениями, которые будут тренироваться во время этих учений, учение называется «Весенний шторм». Это 2-я пехотная бригада и западная сухопутная бригада. Маневры весеннего шторма будут проходить, начались они с 6 мая, то есть вчера, и будут проходить по 17 мая. Это все проводится на территории Эстонии. То есть, если мы ранее говорили, что Литва начинает оборудование инженерном отношении границы в плане создания оборонительных рубежей на границе с Российской Федерацией, за исключением правительства Эстонии, точнее Литвы, пока не приняло окончательного решения насчет размещения взрывоопасных предметов, то есть минных установки, минных полей. Все остальное оставится полностью. То Эстония на сегодняшний день, вот видите, вывела свои части и подразделения, плюс войска НАТО принимают участие в этих учениях, и, соответственно, это все конечно же, носит оборонительный характер, и главный или вероятный противник в этих учениях рассматривается Российская Федерация. Также на территории Эстонии проходят совместные военные учения стран НАТО под названием Swift Response 2024, который является частью маневров Sea Fast Defense 24. В ходе учений подразделения союзников тренируют способность быстро развертывать дополнительные силы в стране. То есть, я так понял, что НАТО изменило концепт того, первоначальный концепт, как выяснилось, с началом массированного вторжения российских войск в Украину, выяснилось, что концептуально было заложено до 180 суток возможность оккупации стран Балтии российскими войсками в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации. Так вот, тогда еще, я помню, Галя Грибоускайте, которая была на тот момент президентом, она подняла этот вопрос, и концепт НАТО изменили. И теперь, видите, учения все направлены на то, что, во-первых, НАТО размещает войска, дополнительные войска на территории Эстонии и Литвы, а во-вторых, все учения проводятся в тематике, что быстрого реагирования. То есть пока находящиеся вдоль границы войска прикрытия в странах Балтии, граничащих с Российской Федерацией, будут отбивать первый удар, НАТО должно очень быстро отреагировать и, перебросив войска, развернуть второй эшелон, который примет удар основных сил на себя и развернет активные боевые действия в случае вторжения Российской Федерации. То есть вот такой вот вариант. Сегодня теперь это основной вариант. И мы, кстати, об этом еще сегодня поговорим. И кто из стран НАТО или из стран Европейского Союза, я даже так бы сказал, больше занимается этим вопросом и помогает странам Балтии подготовить свою оборону от вероятного вторжения со стороны Российской Федерации. Далее у нас Нидерланды объявили свои сроки поставки нам самолетов F-16. Я напомню, что Нидерланды, речь идет о 24 истребителях F-16. И министр обороны Нидерландов объявила о том, что Нидерланды поставят F-16 Украине осенью, после поставки их летом Дании.
Так что, то есть мы сейчас летом ожидаем датские истребители, там их, по-моему, 8 максимальное количество заявлялось. 6-8, вот так вот колебалась цифра. Вот. Сколько будет поставлено, точно сказать сейчас сложно. Вы видите, что и сроки плавают, и количество самолетов плавает. Но Нидерланды подтвердили уже, что они будут передавать 24 машины. И это может произойти осенью, после поставки датских истребителей F-16. Соединенные Штаты высказали свое мнение по поводу того, что кем сегодня является Путин. Они сказали, что Путин президент России, но США не считает выборы в Российской Федерации свободными и честными. Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер. Также он заявил, что США не будут отправлять войска в Украину. Байден дал понять, что этого не произойдет. То есть вот эти вот разговоры там, об отправке войск туда-сюда, никто никуда никого отправлять не будет. Как мы и говорили ранее, я вам говорил неоднократно, что никто за нас воевать не будет. Оружие дадут, боеприпасы дадут, но воевать за нас не будет. Кстати, Франция тоже, ну я бы сказал, даже позорно поджав хвостик, быстренько размельчала миф, я сейчас об этом тоже скажу, по поводу присутствия уже французских легионеров, точнее военнослужащих иностранного легиона Франции, а это у них официальная составная часть вооруженных сил, вот, в Украине. Они все уже опровергли. Между тем Украина, наше руководство политическое заявило вчера о том, что не признает президентство Путина. Ну да, у нас есть все основания, потому как Российская Федерация включила в процесс голосования оккупированные территории Украины, никем не признанные, и под дулами автоматов там пыталась сымитировать какие-то выборы, что противоречит международному праву и не дает оснований для признания этих выборов легитимными. То есть эти выборы нелегитимны. Соответственно, Путин на сегодняшний день нелегитимный президент. Вот именно поэтому я с самого начала говорю, что и теперь с этого дня мы будем говорить, Путину будем использовать приставку нелегитим. Точно так же, как Лукашенко, самопровозглашенный. И здесь Путин самопровозглашенный президент Российской Федерации. В США, может быть, просто постеснялись сказать самопровозглашенный. Ну, видите, они сказали, что его считают, но выборы-то нелегитимные. А как может быть легитимен человек, который на нелегитимных выборах избирался на этот пост? Так вот, Украина признала Путина в связи с тем, что выборы были процесс выборов прошел, точнее так, цитата нашего МИДа: Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации, сообщили в МИД Украины. И призвали все страны, международные организации и общественность не признавать Путина президентом РФ. Но, видите, в семье, как говорится, не без особых членов. Франция ведет себя как, в принципе, женщина с низкой социальной ответственностью, потому что, с одной стороны, некоторые издания французские позволяют себе утверждать на основании заявлений анонимных источников, что якобы уже легионеры французского иностранного легиона присутствуют в Украине, активно помогают нам в боевых действиях. Вот. С другой стороны, и Франция там хочет принудить Путина к окончанию войны, правда не уточняют на каких условиях, а тут же Франция отправляет своего посла на инаугурацию российского самопровозглашенного президента. То есть официально Франция участвует в инаугурации, потому что посол — это официальный представитель, и он там с французским флагом наперевес будет стоять в первых рядах возле трона самопровозглашенного теперь уже диктатора Путина. Также еще ряд европейских стран показали, ну, в принципе, ничего удивительного в этом списке: Венгрия, Словакия, Греция, Мальта и Кипр. Все пророссийски настроены. Вот как-то Бельгия попыталась тоже, хотела отправить своего представителя, но в последний момент правительство Бельгии
передумала и официально заявила, что не будет отправлять своих представителей на торжественные мероприятия в Кремль. То есть дали задний ход. Австрия как-то промолчала. Вот здесь для меня было удивительно, что они не присоединились к вот этому пулу стран пророссийских для того, чтобы побежать и поклониться в ноги вождю Эрефии, самопровозглашенному.